Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на осень. Большой расклад. Он будет затрагивать вашу личную жизнь, любовь, также карьеру, работу и финансы. И поэтому у нас будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его откроете. Даже если это середина осени или следующее лето, это все равно будет для вас актуально, потому что вы получите некоторые прогнозы, подсказки и, соответственно, будете знать, где соломки постелить. Итак, использовать я буду колоду Таро Путешествия. Замечательная колода, одна из моих любимых. Почему-то уж не знаю, нравится она мне и все тут. Очень такая добрая, приятная колода. И цвет вот этот, такой лавандовый. У меня лаванда в саду растет. Пчелы ее прям не отпускают. Любят очень эту лаванду. Много-много пчел. Огромный лавандовый куст у меня. Итак, те, кто смотрит сначала, сейчас получат обязательно напутствие высших сил. Мы всегда так делаем с вами. Снимаем, сдвигаем. И что там на дне колоды для вас? Ух ты, двойка мечей. Скоро вы должны будете сделать в жизни очень важный выбор. Это первое. И второе, с кем-то будете мириться. Или улучшать отношения. Ну вот по типу все-таки как бы нахождения точек соприкосновения, примирения. Вот. И также в жизни на что-то нужно закрыть глаза. Может быть, иногда, когда мы закрываем глаза на некоторые вещи, они берут и пропадают. Хорошо. Давайте теперь посмотрим наши 3 позиции. Первая карта – это будете вы, ваше душевное состояние на сегодня по традиции. Итак, выкладываем 3 карты. 3 позиции. Ну и раз у нас сегодня такое вот прям волшебное видео, я его буду украшать перышками. Вот первое перышко. Такие хорошие птичьи перышки. Второе. Представьте, что вы шли по дороге и нашли вот одно из таких перышек. Да? Какое вам больше нравится? Какое вы бы себе забрали, подняли бы? Может быть, вы все бы 3 подняли, конечно, но какому бы вы отдали предпочтение перышку? Смотрите, какие они интересные. Перышки. Маленькие перышки. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я сейчас убираю в сторону. Как бы перышко не повредить. Итак, перышко номер 1. Такое вот легкое. Это настоящие перышки. Итак, какое ваше душевное состояние на сегодня? Здесь у нас королева пентаклей. Это, кстати, часто выпадает на душевное состояние, да? Вы, наверное, замечали? Карта замечательная. Она говорит о некотором равновесии и гармонии внутри. Вы знаете, королева пентаклей – это и летняя карта, и осенняя одновременно. Это карта результатов, это карта урожая, это карта богатства, стабильности в жизни. И может у вас есть душевное богатство, может у вас есть материальное богатство, там процветание или хотя бы стабильность. Есть свой дом, своя семья или хороший коллектив на работе. Вот карта говорит об объединении с какими-то людьми, да, за которых вы чувствуете ответственность, что ли. И эта карта, она всегда показывает, что человек заботится о других. Вот вы как бы думаете сегодня об окружающих. Как сделать их жизнь уютнее, счастливее. Понимаете? О детях, о своих, может быть. Там, о мужьях, о женах. Или о ком-то, кто близок к вам. Карта также всегда показывает умение обустроить дом. Там все прибрать, приготовить. Хозяйственность такая. Может быть, вы сегодня отдаете вот свои мысли, чувства хозяйственности, хозяйству своему. И вот настроены просто там что-то привести в порядок.
сделать более гармоничным. Вообще гармония внутри, она всегда рождает гармонию в окружающем пространстве. И наоборот, если вокруг вас хаос, вы понимаете, что и внутри хаос. И с чего нужно начать? Тогда с окружающего пространства, чтобы хаос внутри закончился. Да? Это такая практика, кстати, тибетская. Итак, смотрим, что же у вас будет осенью в любви, в личной жизни. Личная жизнь осенью. Ну, у нас тут паж пентаклей. Замечательная, кстати, карта. Смотрите, росток пустили. Это говорит, ой, это говорит часто о начале отношений. Или о том, что в отношениях что-то вот прорастает, улучшается. Иногда о зачатии даже говорит. Самое интересное, вот если вы сейчас не в отношениях, да, то вот он росток. То есть осенью вы можете эти отношения начать завести, там, улучшить с кем-то, с кем вы сейчас, допустим, не в отношениях, но только собираетесь, да, вот оно начинается все, вот оно все растет. А если вы давно в отношениях, ну, естественно, пора их улучшать. Что-то в них менять в лучшую сторону, добавлять огонька, добавлять страсти, добавлять романтики. И вот он росточек, да, росточек новых ощущений каких-то. Также карта, она показывает налаживание контакта, общения, улучшение, может быть, там, между людьми коннекта, то есть, ну, когда у вас больше общих тем для разговоров, больше проведения времени вместе. Хорошая такая карта, очень светлая. Как будто вам что-то кто-то все-таки может предлагать, или говорить о своих чувствах к вам, или звать куда-то, или дарить подарки, писать письма там, допустим. Так, следующая карта — тройка мечей. Вы знаете, тройка мечей — это карта, показывающая, ну, особенно рядом с пажом пентаклей, да, что у вас вот в личных отношениях был момент, ну, когда вы поняли правду. Вы знаете, бывает такое, что когда ты входишь в отношения, ты же не знаешь реальности, ты воображаешь эти отношения. Ты не догадываешься, там, не знаю, что человек разбрасывает носки, да, например. Или имеет какие-то дурные привычки, или умеет даже еще и кричать. То есть ты идеализируешь в начале отношений партнера своего или партнершу, а потом, ну, все равно наступает момент реальности. Ты начинаешь с этой реальностью сталкиваться, и ее воспринимают все по-разному, да? То есть мы здесь видим, что у вас это много раз, может быть, в жизни было, что вы эту правду, ну, узнавали, а потом ее приходилось принимать. И вы боитесь. Вот это страх. То есть вы упустили росток в отношениях и понимаете, что, ну, реальность все равно когда-то наступит. И что это будет за реальность, и как я буду с ней обращаться. То есть это натуральный страх прошлых ошибок, страх прошлых разочарований, да, вот в этих личных отношениях, и, ну, боязнь боли, да. Следующая карта — Иерофант. А человек вас не разочарует. Вы знаете, эта карта очень добрая, платонической любви, хороших светлых отношений. Могут быть даже по тройке мечей конфликты, но на основе ваших страхов. То есть мне страшно тебе доверять. А человек говорит, ну как же так? Мы с тобой любили вроде друг друга только что 5 минут назад, а ты мне теперь доверять не хочешь. Ай-яй-яй. И начинает возмущаться, да? Ну что это такое? Ну как же так можно? Ну, я такой весь хороший человек. Могут быть конфликты, да. Но на самом деле, если вы не будете снабжать ваши личные отношения страхами, а будете больше радоваться, улыбаться, быть романтичным человеком, заботливым, доверять, быть королевой пентаклей, вы знаете, у вас не будет этого подвоха. Иерофант об этом точно сказал. Есть вот даже, вот видите, послание на этой карте, да, общение с духами, с богами природы, с духами природы. Приди, обними в лесу дерево или в городе, в парке, и ты поймешь, что Вселенная тебя любит. Когда обнимаешь дерево, всегда же на душе так светло, так хорошо становится. Как будто тебя прям только что
подруга 2 часа слушала, да, и все выслушала молча, и дала ценные советы. Вот понимаете, или там у психолога побывал. А иногда вот тебе не надо эти 2 часа, обнимаешь дерево, стоишь минут 10, вот прям наедаешься этой энергией и понимаешь, Господи, как хорошо. И вот, может быть, вам вот нужно вот это вот осознать, что Вселенная не дарит нам людей, не дает нам людей, да, которые бы были нам как-то не нужны. И, соответственно, если вы будете в личных отношениях гармоничны с человеком, он будет гармоничен с вами, как зеркало. У вас душевное единство явно будет с этим человеком, с которым вы будете строить отношения, да. И большая любовь платоническая. Могут быть здесь серьезные отношения, брак. И, соответственно, люди остаются вместе на долгие годы по карте Иерофант. Это сильное такое притяжение друг к другу, сильное единство друг с другом. Хорошо, давайте посмотрим, а как будет развиваться ваша карьера осенью, работа. Что будет в работе, что там произойдет? Ага, ну 10 жезлов. У вас много придется вам потрудиться осенью, будет очень много работы. Вы будете перегружены, загружены. Однако эта карта также показывает, что человек сам виноват как бы. Он схватился сразу за 10 дел. Кто ему мешал сделать иначе? Вот возьмите эти 10 дел и распределите их, пожалуйста, в очередь. Вы поймете, насколько легкая теперь работа осенью. Не надо делать все одновременно, хвататься, и сразу же у вас все валится из рук. И 10 жезлов, как бы их змея не обнимала, они могут вывалиться, потому что их слишком много. Но здесь, кстати, жезлы, они еще и с корнями, как будто бы, да, вот как палки с корнями какими-то, или как с этими, видите, с такими семенами, может быть. Вот как откуда бы они завернули их и расти собираются. Но это у меня такое впечатление. То есть, по сути, та работа, которую вы будете делать осенью в обилии и изобилии своем, она принесет очень большие результаты. Ведь это все может прорасти и давать плоды, понимаете? Так, что еще скажут карты? Ну, здесь у нас королева жезлов. Замечательная карта. Вот видите, здесь у нас была змея и 10 жезлов. А здесь у нас змея уже прирученная королевой. И один жезл, но который светит ярче всех. Вот, может быть, вы выберете из этих всех дел какое-то одно, но которое приносит больше всего прибыли. Вы будете стараться, вы будете делать, и у вас все получится. Главное не отпускать. То есть главное это действительно работать. Вот если ты не ленишься, если ты работаешь, вы же понимаете, ну не может не быть результатов, если человек старается и работает. Ну не бывает такого, ну поймите это. Вот когда боишься работы, вот правда боишься просто отдать свои силы и не получить результата, тогда да, тогда может все быть очень как-то плохо, все как-то не так, все неправильно, все не нравится. А вот когда ты правда хорошо трудишься, ну, все равно будут результаты и плоды. Вот у вас прям человек, который сделал сам себя осенью, да? Королева жезлов. И, кстати, у нее очень мощная интуиция. Она настоящая ведьма. И вам нужно прочесть заклинание себе на карьеру, работу, на бизнес, да? Или сделать даже ритуал самостоятельно. Поищите в интернете, их полно. Что угодно делаете, у вас мозг настраивается на то, чтобы были результаты. Следующая карта – финансы. Ух ты! У вас будет полное финансовое процветание осенью, стабильность и богатство. Осень дает вам свой урожай. Вот он. 10 пентаклей – это очень-очень хороший результат по финансам. Во-первых, пентакли, как вы знаете, это карты денежные, да? Это и есть стихия Земли, стихия материального достатка, денег. Хорошо. А пентакли наши имеют 10 младших арканов, нумерологических, или как сказать, числовых, да? И 10 – это результат этих 10 младших арканов числовых. Она и есть то, к чему по пентаклям мы шли. К большому богатому результату шли. Туз у нас пентакли – это большой подарок Бога, шанс на то, чтобы приобрести все богатства 10 пентаклей. И вы действительно когда-то, может быть, уже воспользовались тузом, началом, да? А сейчас вы осенью придете к результату. Дальше у нас 5 пентаклей. 5 пентаклей показывает страх. Вы когда-то
испытали, вот смотрите, пентакли здесь привязаны к дереву, да, мощно. Вы когда-то испытали бедность, у вас есть страх бедности, представляете? Много негативных программ, связанных с деньгами. Когда вы получаете достаток, вы его боитесь. И вы начинаете его привязывать к дереву. Деньги это энергия, энергия должна течь, деньги должны тратиться. Для чего нам нужны деньги? Чтобы их привязать к дереву? Нет, деньги нам нужны, чтобы их тратить на свои радости и удовольствия в жизни. Так вот, когда вы получите осенью деньги, вам их нужно будет, естественно, порадоваться и потратить для себя, ну и для своей семьи. Не забудьте это сделать, не привязывайте эти деньги. Денежная энергия, чем больше течет, тем больше изобилия у вас в жизни. Деньги к деньгам. Вот правильно же говорят, деньги к деньгам. Если человек начинает покупать себе что-то дорогое, радовать себя, он будет больше получать, все больше денег. Ну, вот такая у нас первая позиция. Здесь все, в принципе, вроде неплохо. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Ну, кого впечатлило? Да кого могло не впечатлить это красное перо великолепное. Такое яркое, такое крутое. Да, самое крутое, да, здесь? Вы так считаете, наверное, что он самый крутой, правда? Итак, ваше душевное состояние сегодня. Каждый день его смотрим. Сегодня не исключение, да? 7 пентаклей. Вы находитесь в режиме ожидания. Вы хотите богатый урожай от своих действий, от своей вложенной энергии. Кто-то вкладывает энергию в человека и ждет от него ответных чувств. Кто-то вкладывает энергию в бизнес, в работу и ждет прибыли, ждет больших денег, ждет урожая. Да? Кто-то вкладывает энергию в свое здоровье, бегает утром в 5 утра, занимается фитнесом. Он как все немцы у нас тут. Они то бегают, то на велике, то бегают, то на велике. Мы так приехали, посмотрели. Да, спортивная нация. Вообще, они, мне кажется, с велосипеда не слазят. Если они не работают, то они работают по дому. Если они не работают по дому, они ездят на велике или бегают с собакой. С собакой любят бегать. Вот тут также. Если вы вкладывали энергию в здоровье, вы получите большие результаты. Ну, они тут всегда такие прям подтянутые. Как я маме рассказывала. Иду, говорю, то на улице, значит, Брэд Питт, то, значит, Джордж Клуни, то идешь, значит, Антонио Бандерас. Ну и с девушками также. То Анджелина Джоли мимо пройдет, то какая-нибудь Сальма Хайек. Так, смотрим теперь, что у вас будет осенью в личной жизни, да? Что у вас будет осенью в личной жизни? Давайте смотреть. Так, ну тут у нас 2 кубков. Прекрасная карта. Вот видите, болтали и что вытащили? В любви у вас будет рай, взаимность, взаимная любовь, да? Очень хорошие отношения, гармоничные, прекрасные. Кто-то явно вас полюбит или любит уже. И вы, ну, в ответ, да. Хорошая карта. Вы можете встретить свою вторую половинку, если еще не встретили. Объединиться со своим близнецовым пламенем. Посмотрите, как хорошо тут вот. Очень люблю эту колоду. Вот правда. Тут очень хорошо все так нарисовано. Мне очень нравится эта художница. И, конечно, эта карта, она показывает, что есть какой-то результат от ваших, может быть, молитв, аффирмаций, описания вашего там идеального человека или еще что-то, каких-то манифестаций. То есть в личной жизни буквально повезет, будет очень-очень хороший период. Если вы с кем-то в отношениях, ну, они будут просто гармоничными, идеальными, без каких-то всплесков, слишком сильных там негативных эмоций. А вот позитивных будет очень много. Будет много хороших слов, свиданий, поездки вместе, признания. Вы знаете, вот все самое такое приятное. Так, следующая карта у нас. Ну, тут у нас выходит Верховная Жрица. Вот смотрите. Помните, я говорила, что вы, может быть, что-то делали такое, да, вот как бы манифестировали вашу личную жизнь и ее расцвет. И вот эта карта, она очень часто показывает сильную платоническую любовь.
Ну, особенно рядом с двойкой кубков. Но иногда эта карта может показывать, что в вашем человеке заинтересован кто-то еще, к сожалению. Это не говорит о том, что ваш человек взял такой, вас любит, любит и ушел. Нет. Эта карта просто предупреждает о том, что есть кто-то, кто еще тоже хочет счастья с вашим человеком. И, соответственно, может применять какие-то тайные действия. То есть есть какой-то определенный секрет, тайна в окружающем пространстве, о котором вы не знаете. Да? И с одной стороны, может быть, это вы жрица, и тогда с вами у человека платоническая любовь, приятные отношения и сильная духовная связь, как двух половинок. Да? Кстати, эта карта никогда не завязана на сексе, абсолютно. Она именно всегда показывает душевное притяжение. И либо соперничество, да. Вот, либо вот, что есть кто-то, кто желает тоже такого же счастья и что-то может даже предпринимать со своей стороны. Давайте вытащим следующую карту. Тут у нас выпала карта сила. Вот опять же сила, да. Сила может показывать противоборство с вами, с одной стороны, а с другой стороны сильную страсть, любовь, взаимосвязь с загадным человеком или с человеком, который только появится в вашей жизни. То есть вот либо у вас уже есть любовь, да, и вы сильно улучшите отношения, будет страсть, будет приручение друг друга, и вы наконец-то найдете коннект, точки соприкосновения, будут просто, там, не знаю, отношения как медовый месяц, да. Либо у вас будет противостояние из-за этих отношений вот с этой вот дамой. И, ну, тогда, ну, если мужчина, то с другим мужчиной, да, и тогда, конечно, могут быть даже какие-то противоречия и конфликты. Но в итоге сила, она всегда показывает силу отношений. То есть отношения не разорвутся, да, они выиграют эти отношения. Здесь есть знак бесконечности. Он показывает, что отношения все равно крепкие. Даже если будут какие-то конфликты из-за этой дамы, которая влазит, да, вы все равно останетесь вместе, человек никуда не уйдет, он крепко держится рядом с вами. Это старший аркан, показывающий как раз-таки двух людей с сильными характерами, которые все равно будут вместе. Несмотря ни на что, они будут вместе. Они могут там ссориться, кидать посуду друг в друга, но потом они все равно будут вместе. И да, притирка, скорее всего, уже должна была бы пройти по характерам. И да, вы, возможно, уже знаете о всех этих тайных промыслах, и, может быть, просто видите сейчас по этим картам, что вы выигрываете. Просто выигрываете, потому что есть карта сила ваших отношений. Понимаете? Карта, на самом деле, вот прям бурной страсти. Страсти кипят, как говорится. Вот сначала мы видим здесь платоническую привязанность и любовь, романтику, а потом мы видим бурную страсть, бурную сексуальную энергию. То есть у вас это все вот прям идет вот как плавный переход, да, такой по осени. То есть сначала вот прям нежность такая, прям сюси-муси, там бантики, ромашки, а потом, ух, какая страсть, да. Интересно. Хорошо. Давайте посмотрим, а что у вас будет в карьере и работе осенью. Что же там такое будет? Ага, паж кубков. Вот, кстати, карта очень творческая, хорошая такая. Могут быть интересные предложения, совершенно нестандартные, необычные по работе. Как бы вам поработать именно в нестандартной для вас обстановке, творческой обстановке, где задействована скорее не ваша профессия, ваше увлечение, если только не ваша профессия и есть ваше увлечение. Если вы работаете и кайфуете уже просто от того, что у вас есть вот любимая работа, да, то могут быть необычные предложения именно по этой профессии. То есть что-то вот такое вот прям зазывающее. Бывают совершенно неожиданные предложения. Вот, допустим, поучаствовать в рекламе или пройти кастинг в фильм. Например, бывают массовки в фильме, да, также шутинг называется. Также, может быть, пойдем там на мастер-класс по рисованию. Пришли, а там предлагают, не хотите, вот вы хорошо рисуете, тоже повести некоторые группы. То есть, вот понимаете, это может быть что-то совершенно выбивающееся за рамки вашего представления. Там где-то вы можете случайно оказаться, и что-то будет совершенно неожиданное для вас, но приятное.
Вот эта карта, она всегда показывает приятность такую вот как бы даже счастье и нежность к этой работе, к тому, что вам предложили, или к тому, кто вам это предложил. То есть даже вот так может быть, что очень хорошее впечатление от человека, который вам что-то по работе предлагает. Карта всегда улучшает настроение в работе и карьере. Всегда приятнее работать. Дальше у нас паж мечей. Вот видите, пажи, у вас новое начало совершенно точно в работе идет. Паж мечей говорит о человеке, который в курсе всех событий и дел. Это может быть рядом с вами такой человек, очень ловкий, очень такой способный в работе, помощник ваш, да? А может быть, это вы. Ну, тогда вы будете очень много трудиться, шевелиться и стараться узнавать информацию вовремя, чтобы обойти своих конкурентов. Паж мечей и хороший детектив, и хороший рекламщик, и хороший менеджер, понимаете? То есть у вас явно идет и обучение, и какие-то, как сказать, наработка навыков, да, но и в то же время продвижение в жизни и яркий этап начала чего-то. Вот, хорошо. Давайте посмотрим, а что у вас с финансами будет осенью. В каком положении ваши финансы. Так, ну, здесь у нас туз жезлов. Это явный яркий подъем и шанс, вот так, наверное, да, шанс на то, что финансовое положение улучшится очень сильно. Но за этот шанс тоже нужно уметь хвататься. Если вы будете сидеть дома, послушайте мой расклад, скажете: вау, меня все это ждет. Но из дома вы так и не вышли. За всю осень ни разу было как-то промозгло и холодно. Конечно, у вас ничего этого не будет происходить, вам нужно действовать. О чем и говорит всегда туз жезлов. Вот тебе яркая возможность, вот тебе яркая идея, вот тебе шанс, действуй. Кстати, туз жезлов — это всегда фаллический символ. И символ энергии кундалини, о чем свидетельствует змея. Поэтому у вас будет подъем жизненной силы, энергии, но главное это все использовать себе во благо, да? То есть, если вы будете действовать, финансовое положение ваше не просто поправится, а будет процветающим. Давайте еще карту доставать. Следующая карта у нас девятка мечей. Вот видите, вот о чем я и говорила, да, выше. Не сомневайтесь в себе. Это карта сомнений. Она говорит не просто даже о сомнениях, а вот я уже в жизни обжигался, осекался в плане финансов, да. Я боюсь начинать, я боюсь действовать, я боюсь вкладывать свои силы в что-то новое, потому что а вдруг будет такой же результат, как раньше, негативный, или не принесет абсолютно ничего. Зачем я буду это делать, да? То есть вы же часто так, многие вот мои подписчики, и вы просто люди так думают. Ну, если ничего не... Да даже я так иногда думаю. Если ничего не начинать, то вы не ошибетесь, конечно, но и не получите результата. Если ты туда не пойдешь, там, да, не знаю, там куда-нибудь, да, в ботанический сад, ты никогда не увидишь цветы, которые там цветут. Правильно? Правильно. Вот вроде как страшно туда идти, да, мало ли, может, там маньяки ходят, но с другой стороны и цветы ты не увидишь. Вот тут то же самое, да. Если ты не попробуешь, как же ты заработаешь? Да, вы будете сомневаться в себе. Но мое мнение, что вот эту девятку мечей лучше все-таки взять и преодолеть. Девятка мечей — это всегда придуманная нами ситуация негативная. То есть то, что мы воображаем и чему мы боимся в собственном воображении. Она похожа на фильм ужасов, который вы смотрите. Ну, прокрутите в голове другой фильм. Я все время об этом говорю. Прокрутите романтический фильм, комедию или, не знаю, там, биографию знаменитого человека, который преодолел абсолютно все. И у вас будет совсем другая реакция. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. А мы с вами идем дальше. К позиции номер 3. Вот оно. Вот оно какое перышко оранжевое. Такое коричнево-оранжевое. Такое интересное, да, перышко? Необычное, нестандартное совершенно. Хорошо. Давайте смотреть, а ваше душевное состояние какое на сегодняшний день. И здесь у нас пятерка мечей. Часто тоже, кстати, падает. Карта показывает острое такое состояние, негативное. Когда вы, ну, например, сердитесь на кого-то или сердитесь на себя. Вам кажется, что вы можете выиграть, но придется потратить силы, энергию и кого-то даже обидеть.
а могу ли я потратить шансы наладить с человеком отношения просто ради своей победы, да? Могу ли я обижать кого-то ради своих побед? Могу ли я обойти кого-то, кто тоже хочет выиграть? Дилемма. Карта, конечно, часто показывает, допустим, состояние, когда ты влюбился в человека, но он женат. И ты думаешь, да, я могу здесь победить. Очень легко могу. Но мне придется обидеть его жену. Да? Работа. Сидите с сотрудницей друг напротив друга всю свою жизнь. А потом тебя зовут тихонько и говорят, тебя повышать или ее. Мы вот тебя вроде хотим, но как ты думаешь? И что решать, да? Что решать? И человек обидится. И мне вроде как хочется повыситься, да? Подняться по карьерной лестнице. Вот эта карта может означать вот такую дилемму какую-то. Взять ли наследство вместо своей сестры? Или вместо там, ну, еще кого-то равноправного? Или даже обойти кого-то в этом наследстве, у кого больше прав? Вот понимаете? Часто показывают вот такие подставы в жизни. Очень часто. Когда ты вроде как можешь это все сделать, вроде как тебе и хочется, и колется. Также бывает, карта показывает буквально злость и ненависть, которые родились из-за того, что вас обидели. Бывает и такое, очень часто бывает. Хорошо, давайте посмотрим, что вас осенью ждет в личной жизни. Что? Так, здесь мы видим 10 мечей. Вот эта карта, как вам не кажется, и она плохой, она хороша. Знаете чем? Тем, что в вашей жизни, возможно, есть или был человек, кто очень наворотил много нехорошего. Очень. И пора отпустить эти ужасные воспоминания. Вот об этом говорит карта. Либо отпустить даже этого человека. Вот вы знаете, негативный период по этой карте, он не начинается всегда, он заканчивается. Она всегда показывает, вот видите, тут лучики солнца, да, пробивающиеся сквозь тьму, она показывает самый темный час перед рассветом. Сначала вам покажется, что в личной жизни, может быть, ничего не происходит. Или, может, вы не можете забыть прошлые ошибки, психологические травмы, отпустить человека из своей жизни, который уже давно там не живет. И такое затишье, да, вот тишину поймали. Ничего нет. Либо там, допустим, живете с мужем, но нет у нас уже никаких отношений. Все плохо как-то, вот не могу даже и отпустить его, допустим, да, он уже там у меня там обидел много раз, но я не могу отпустить и не могу с ним оставаться, да. Пора решаться, пора отпустить это прошлое. Или вы уже развелись даже, расстались с кем-то, но не можете никак, все цепляетесь, ведь человек много зла вам сделал, много плохого, но вы не можете отпустить. И вот когда вы отпускаете, вам нужно это пережить. Вот что такое 10 мечей. Когда ты уже отпустил, это карта финала, ты уже отпустил, и тебе нужно это пережить. Пересидеть в яме и получить эти лучи рассвета в свою жизнь. Вот эти лучики, да, солнца. Хорошо, следующая карта вашей личной жизни. Это карта 7 кубков. А что мне делать дальше? И тут появляется кто-то очень впечатляющий. И в душе наступает период, когда вот прям радуга, да, радуга внутри. Кто-то будет вашу душу, но и будет ваше воображение. Вы мало знаете об этом человеке. То есть у вас осенью может быть новое знакомство, и вы придаете этому человеку целую кучу разных интересных качеств. Сначала вы ищете кого-то, да? Потом вы находите и начинаете воображать. У вас появляется любовная эйфория. Вот именно 7 кубков, она несет в себе вот эту всегда информацию любовной эйфории. Получится что-то, не получится. Сейчас вам это не важно. Важно то, что вы в этой любовной эйфории находитесь. У вас есть мечты, у вас ярко играет воображение, и вам хорошо, вы на подъеме, да? У вас появляется творческая энергия. Вам хочется, там, не знаю, шить, вязать, рисовать, петь, что угодно.
и у вас это классно получается, вы даже книгу можете написать. Вот у меня люди на раскладах, на индивидуальных, которые влюблены и которые испытывают страсть, и вот такую 7 кубков, да, они уже сразу в сообщениях пишут полкниги. Ну, то есть читаешь историю человека, как будто бы любовный роман читаешь. Вот то же самое будет у вас примерно, да, вот такая любовная эйфория. Следующая карта у нас 4 пентаклей, а потом вы за этого человека что сделаете? Схватитесь, а может быть и друг за друга просто схватитесь, да? То есть идет ситуация присваивания. Я этого человека себе присваиваю, да? Это даже вот может происходить просто в отношениях с кем-то, с кем вы решили их реабилитировать, допустим. Ну вот представьте ситуацию, что вы решили возродить отношения, да, и опять начинаете вот эту любовную эйфорию, но после окончания прошлого этапа и прошлой не очень хорошей между вами истории. У вас снова идет воображение, какой хороший этот человек. Вот недавно у меня ВКонтакте в комментариях под моими видео, ну я там тоже их, естественно, репост делаю, пишет женщина, значит. Вот я, говорит, с ним уже много лет не общаюсь, да, но я теперь вспоминаю. Раньше я обращала внимание на его недостатки, а теперь я все вспоминаю о нем хорошее. А почему ты вспоминаешь хорошее? Ну, потому что ты давно не общалась с его недостатками. Вот тут то же самое. Если вы закрываете глаза на недостатки, начинается любовная эйфория по новой. То есть это может быть тоже человек. Вот, но потом вы за него схватываетесь, а он за вас. И начинается чувство собственничества, да? Ревность, присваивание. То есть это все равно будет. В любом случае. Это этапы отношений. Поэтому выпала 4 пентаклей. Хорошо, что у вас будет в работе и карьере? Ух ты, 8 жезлов. Очень сильное продвижение вперед. По этой карте вы можете очень торопиться, наверстать что-то, да, упущенное, что в прошлые разы там было, в прошлые сезоны. И наращивайте темп работы. Много придется делать, много шевелиться, может быть, даже ездить, бегать. Вот знаете, вот прям суета-сует. Но с другой стороны, ощущение полной жизни, да. Вообще 8 жезлов очень часто показывает смену работы. Она говорит о том, что человек схватился за возможность поменять работу, потому что предоставился шанс, хорошая должность там где-то, да, или он изучает конкурентную среду и срочно делает все вперед конкурентов, торопится. То есть в этом иногда идет 8 жезлов. Вы знаете, в этой карте заключено много хороших новостей и классных разговоров. Брифинги всякие, обучение. И когда ты бегаешь по кабинетам, может быть, что-то даже доказываешь. Вот знаете, вот много-много разговоров, каких-то взаимодействий с людьми. У вас будет все. Вот может быть даже просто все. Но это всегда карта именно хороших новостей, хороших разговоров, продвижения вперед, причем очень быстрого продвижения вперед. Вы даже можете очень быстро подняться по карьерной лестнице. Следующая карта 8 мечей. У вас 8 сегодня много, да? Эта карта показывает сомнение в себе. Ой, вот видите, она говорит о том, что когда вы очень быстро куда-то продвинетесь вперед по 8 жезлов, когда у вас действительно будет порох в пороховницах, яркость, и вы увидите результаты от этого, вы начнете сомневаться, а достоин ли я этих результатов или достойна. А могу ли я себе это взять, получить? Вам нужно вспомнить в этот момент про ребенка. Вот представьте, что ребенок 1,5 года увидел на столе конфету. Он берет, сразу же подбегает, поднимается на цыпочки и всеми силами старается со стола эту конфету забрать. Правильно? А разве возникает у этого ребенка вопрос в голове, а достоин ли я этой конфеты? А могу ли я взять эту конфету? Не заругают ли меня? Или там, могу ли я ее съесть? У меня экзистенциальный кризис. Нет ведь? Он даже не думает. Он бежит и берет эту конфету. Вот 8 жезлов похожа на это состояние, да, когда я беру конфету, несмотря ни на что. И у меня нет сомнений, нужна она мне или нет, или достоин ли я ее. А 8 мечей как раз наоборот.
Вот представьте, что вам 1,5 года, а вы сидите и рассуждаете об экзистенциальном кризисе, о своей принадлежности в этом мире, о цели существования, размышляя о том, вот могу я взять конфету или нет. Вот понимаете? Да берите вот все, что вам можно, вам все можно, вернее, вот так, да? Вам в этом мире все можно, берите. Мир полон ресурсов. Берите, что хотите. Вот об этом тут речь. Что у вас будет в финансах осенью? 4 кубков. Сначала вы будете игнорировать вопрос финансов в принципе. Много будет шансов предоставлено на то, чтобы получать больше денег. Но вы не будете в начале осени видеть эти шансы или не будете хотеть именно их видеть. Вы даже будете отгораживаться от каких-то предложений. Вам много нужно будет сделать, но перед тем, как у вас наступает 8 жезлов, вот перед тем вы будете именно в 4 кубков. Это страх, да, некоторый страх. Если я начну суетиться, бегать, вкладывать энергию, получу ли я результат? Опять у вас много страхов, да? И карта всегда показывает некую скуку, затишье, что ли, перед рывком вперед. Вот что-то такое, как просидите вы сначала. Давайте посмотрим следующую карту. Король Пентаклей. Дальше вас ждет финансовое процветание. Вот 8 жезлов, я вам говорила выше, она принесет колоссальные результаты от ваших действий. То есть, когда вы действуете, у вас очень много прибыли, да? Когда вы бездействуете, когда вы в 4 кубков, откуда она возьмется? Поэтому, естественно, вы начнете очень шевелиться. Решитесь на это, да, решитесь на это. И вам единственное, что мешает, это вот эта 8 мечей. После того, как вы уже на это решились, уже зарабатываете, вы начнете сомневаться, а достойны ли вы этого. Конечно, вы достойны. Вот я одну женщину смотрю, она весит 140 килограмм, девушка, не сильно старая, там, ну, может, там, не знаю, 28, может, ей 25 лет. Я не знаю, сколько ей лет, она замужем недавно. И она весит 140 килограмм. Это так случайно, она говорит, вышла, что ее просто как-то развезло. Вот они там с мужем поехали жить на Бали, потом еще куда-то, в Грузию, по-моему. В общем, до этого она, вот даже, говорит, каждую копейку считали. И вдруг она нашла способ зарабатывать по 1 миллиону в месяц. Вот какой-то способ, она не называет какой. Она там рассказывает, как она каждый день сидит на овощах и фруктах, чтобы похудеть. Так вот, у нее не возникало почему-то в голове, что она недостойна этого 1 миллиона в месяц. Хотя до этого она прям копейки считала. И я вам не советую это сделать, да, вот с собой, вот прям взять и себя вот так вот изнахратить. Конечно, вы достойны этого 1 миллиона в месяц. Конечно, у вас все будет. Но вот я здесь вижу влияние все-таки мужское. Король Пентаклей – это мужчина, который может влиять на ваши финансы. Именно давать вам предложения, именно давать вам идеи. Или само по себе финансовое процветание обеспечивать. Ну, начальник, например, партнер по бизнесу, кто-то, да, муж. Поэтому, да, ваши финансы будут процветать, то есть вы будете более богаты осенью, но это как-то связано с мужчиной. Ну, вот такие у нас были сегодня 3 позиции интересные. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен, ставьте колокольчик, а также подписывайтесь на канал Элайф. Там есть ролики и о нашей жизни, как мы живем в Германии, и также расклады, чаще всего даже на одну позицию. Там вы выбираете камушек один из 2, если камушек или ракушечка там, да, совпали, значит, вы смотрите, значит, это ваш расклад. И он более подробно рассказывает о каких-то ваших проблемах, там, да, как их решить, о вашей жизни, о вашей любви. И «Гадание, заговоры, ритуалы Карина» — это канал, где тоже много интересных тем, и там все темы, по-моему, по 4 позиции. Поэтому смотрите. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.